Животные, которые на первый взгляд кажутся нам милыми и безобидными, могут скрывать за своим безмятежным видом удивительные и даже порой пугающие черты. Например, давайте рассмотрим боливийских дельфинов, замечательных существ, которые обитают в пресных водах рек, а не в соленом море, как их сородичи. Эти дельфины обладают весьма узкими мордами, что вызывает ассоциации с гавиалами, и прежде всего они известны своей игривостью и любовью к развлечениям. Однако эта игривость может обернуться не только весельем, но и чем-то гораздо более тревожным, когда речь заходит о том, как дельфины взаимодействуют с другими существами в своей среде. Недавно в реке Тихомучи произошел интересный случай. Два боливийских дельфина были замечены в компании анаконды, которой они, кажется, увлеклись. На первый взгляд могло показаться, что дельфины просто играют с ней, но по сути дела обстояло совсем иначе. Дельфины держали змею в своих мордах и плыли с ней синхронно, время от времени погружая ее под воду. Это поведение наводит на мысль, что они демонстрировали свою добычу более юным особям. Возможно, это было частью некоего образовательного момента для молодняка. Тем не менее, стоит отметить, что анаконда, будучи полуводным созданием, могла задерживать дыхание, однако дельфины держали свою игрушку под водой так долго, что змея в конце концов погибла. Интересно, что это не единственная версия событий. Есть возможность, что весь этот спектакль был направлен на обучение менее опытных дельфинов охоте и взаимодействию с потенциальными жертвами. Вполне возможно, что анаконда на самом деле является одним из компонентов рациона боливийских дельфинов, хотя мы все еще знаем о них недостаточно, чтобы делать окончательные выводы. Кроме того, существует предположение, что это поведение могло быть частью брачного ритуала. Самцы дельфинов нередко переносят в пасти различные объекты, чтобы произвести впечатление на самок. Это может выглядеть как детская игра, но на самом деле это часть сложной социальной структуры и поведения, присущего дельфиньему сообществу. Но если вы думаете, что использование живого существа в качестве игрушки, да еще и без его согласия, является нечто слишком жестоким, обратите внимание на поведение иглобрюхов. Эти рыбы, чтобы защититься от врагов, могут надуваться, что выглядит довольно впечатляюще. Однако дельфины, очевидно, не уважают эти защитные механизмы. Надутый иглобрюх становится для них всего лишь мечом. Они захватывают своих игрушек, бросают друг другу, подкидывают и играют в подобие спорта под водой. Если бы в тот момент под водой оказалось кольцо, можно было бы не сомневаться, что один из дельфинов точно забросил бы мяч в трехочковую зону. Это все, конечно, связано с умственным развитием дельфинов. Эти удивительные создания понимают концепцию игр и знают, как разнообразить свои развлекательные занятия. Более того, некоторые ученые предполагают, что дельфины вообще могут впадать в состояние транса после их забав, особенно если речь идет о токсинах иглобрюха. Это открывает новые горизонты для будущих исследований, поскольку такие случаи только подчеркивают наличие в них высокоразованной интеллектуальной модели. Но именно человек со своими остротами может бросить вызов дельфинам в интеллектуальной дуэли. И ни в коем случае не стоит думать, что это может быть легкой задачей. Дельфины, как мы увидим позже, способны перехитрить даже самого изощренного противника. И вот, если вы все еще считаете дельфинов исключительно милыми существами, вам стоит знать о еще большей глубине их поведения. Эти удивительные создания обладают редким даром – дразнить других животных. В сети существует множество видео, запечатлевших дельфинов, которые мастерски издеваются над чайками. Они демонстрируют этим птицам рыбу, прячут ее и затем вновь показывают, выплевывая и снова пряча. На самом деле это выглядит как настоящая игра, где дельфины получают удовольствие от того, что развлекают себя за счет этих бедных чаек. Честно говоря, если бы я была в их ситуации, я бы не решилась дразнить таких быстро бегущих и агрессивных существ. Однако дельфины не боятся, они наслаждаются процессом. Но вот тут стоит задуматься, как же милыми могут быть такие убийцы ради развлечения.
Кажется, что животные, которых мы клеймим как умных и добрых спасителей потерпевших кораблекрушение моряков, на самом деле сами оставляют после себя мрак. Растущее количество свидетельств указывает на то, что крупные дельфины довольно часто убивают других млекопитающих. С использованием своих длинных морд, в которых находятся ряды острых зубов, они нападают на свои жертвы, как дважды скомканный бумажный пакет, разрываемый с одной стороны. Удивительно, но действительно зафиксировано, что дельфины забивают морских свиней в огромных количествах. В отличие от большинства других хищников, которые поедают свою добычу, дельфины могут похвастаться ненасытной жаждой крови, порой охотясь просто ради самих нападений, без необходимости утолить голод. И действительно, иногда их жертвами оказываются даже детеныши дельфинов, что кажется абсолютно бессмысленным и жестоким. Чтобы проиллюстрировать это, давайте взглянем на конкретный случай. У берегов штата Вирджиния исследователи обнаружили как минимум 9 мертвых детенышей дельфинов с сломанными ребрами, разбитыми черепами и поврежденными позвонками. У одного из теле было видно, что на нем оставили укусы взрослого дельфина. Хуже того, многие ученые и даже государственные служащие теперь начинают беспокоиться о том, что дельфины могут даже ранить или лишить жизни человека. Ведь на фоне их репутации дружелюбных и игривых существ так легко забыть, что вы имеете дело с диким животным, с которым нужно соблюдать осторожность. Некоторые серферы даже признаются, что дельфины беспокоят их больше, чем акулы. Среди морских завоевателей время от времени возникают истории о том, как дельфины стремительно приближались к серферам, били хвостами или даже пытались перевернуть их доски. Порой дельфины выпрыгивают через серферов, демонстрируя свое поведение и явно проявляя агрессию, предупреждая, что наступает время, когда человек может оказаться на дне. Хорошо, если серфер вовремя осознает происходящее. А что произойдет, если нет? Сколько людей на самом деле покинули этот мир по вине милых, дружелюбных дельфинов? В 2009 году на побережье Новой Зеландии произошло трогательное происшествие с дельфином по имени Моко. Это дружелюбное существо слишком увлеклось игрой с пловчихой. Сначала они плавали вместе в гармонии, но когда женщина решила выйти из воды, Моко каким-то образом не желал отпускать ее. Действительно, трудно представить, каково было на самом деле сопротивляться дельфину в воде, который значительно больше, быстрее и полон энергии, чем человек. Несмотря на свою репутацию дружелюбного создания, дельфины могут быть довольно непредсказуемыми. В результате лишь помощь людей, находившихся в близлежащем кафе, дала женщине возможность выбраться на берег. Ее нашли изможденной и дрожащей, цеплявшейся за буй. Несмотря на все эти волнения, женщина утверждала, что Моко вовсе не хотел причинить ей вреда. Но на самом деле, можно ли быть уверенным в этом? Тем более, что дельфины имеют свои темные нюансы поведения, агрессия, жестокость и даже воровство. Например, если дельфинов в Средиземном море не хватает рыбы, они не упустят возможности поискать рыбацкие сети в надежде на лакомую добычу. Их сообразительность в этом вопросе поражает. Дельфины знают, что такая рыба находится именно там, где ставятся ловушки. Анализ показал, что около 28% рыбаков на Кипре сталкивались с кражей своих уловов дельфинами. При этом дельфины не просто аккуратно вытаскивают рыбу по одной, они способны порвать сети, чтобы добраться до своего обеда. Когда такое происходит, рыбакам приходится не только тратить средства на восстановление сетей, но и бороться с самой проблемой. Дельфины становятся зловредными тиранами своего водного царства. Таким образом, когда дельфины не завладевают чужими уловами, не переворачивают доски серферов и не угрожают утоплением пловцам, они находят другие способы проявления своих шаловливых наклонностей. Как, например, странный дельфин в проливе Пилорус, который поднырнул к носу почтовой лодки, движущейся с полной скоростью, просто чтобы почесаться. Это действительно странная ситуация. Кажется, что дельфин пытался найти что-то, чтобы почесаться, совершенно не учитывая, что лодка в это время движется и может стать причиной серьезной беды. Для корабля и его пассажиров
На таких почтовых судах также могут плыть туристы. Такая встреча могла бы иметь весьма печальные последствия. К счастью, капитаны других судов были предупреждены, и им пришлось сбросить скорость, чтобы обеспечить безопасность всех. Что же будет, если дельфины начнут занимать свои лишь эти странные привычки бросаться под лодки? Скорее всего, это приведет к непредсказуемым последствиям, и ни для кого это не сулит ничего хорошего. Вот, кажется, я уже рассказал достаточно о дельфинах. Но постойте, у меня есть еще интересный рассказ, который нашел мой коллега Стив. Он касается шимпанзе в одном шведском зоопарке. Один самец по имени Сантино, возможно, стал первым известным представителем животного мира, который способен планировать свое будущее. Это было замечено, когда дневное время зоопарка только начинало, и посетители подходили к вольеру. Сантино, обеспокоенный присутствием людей, начинал бросать в них камни. Несмотря на то, что это кажется довольно грубым поведением, сотрудники зоопарка провели небольшое расследование и обнаружили поразительные вещи. Дело в том, что Сантино создавал у себя на базе запасы камней, которые вынимал из защитного рва, пока зоопарк был закрыт. Он не просто складывал их в кучки, но в какой-то момент даже разбивал бетонный пол. После этого он создавал снаряды из осколков и сохранял их на тех самых местах, по которым проходили посетители. На самом деле зоопарк уже убрал сотни укрытий с камнями по его указанию и отмечал, как Сантино систематически собирал камни и складывал их в кучи больше 50 раз. Это действительно удивительно. И такие действия показывают, как сильно животные могут понимать свою среду обитания. При этом нужно отметить, что в зоопарке уже сделали необходимые меры по обеспечению безопасности, и поведение Сантино, вероятно, изменилось. Но в это время шимпанзе, по сути, видел людей как потенциальных нарушителей своей территории. А давайте теперь взглянем на вопрос о том, почему слоны могут беспокоить черепах. В сети существует множество видео, на которых видно, как слон ведет себя с черепахами, словно мечом, пинает их. И это вызывает большое сострадание. Совсем не под силу черепахи убежать от такого большого и тяжелого существа. Однако, исходя из данного поля о слонах, если бы речь шла о специально созданной черепахе или симуляторах, можно было бы развить интересный диалог на тему природы поведения животных. Почему они делают то, что делают? Существует огромное количество загадок в этом удивительном мире природы, и каждый случай открывает новые вопросы и возможности для обсуждения. На этом, пожалуй, я закончу свой рассказ. Но помните, что мы должны стараться понимать и уважать мир животных, ведь далеко не все из них так невинны, как кажутся на первый взгляд. Животные, которые вызывают у нас симпатию и доброту, порой могут проявлять свои темные черты, и это подчеркивает необходимость осторожности и глубокого понимания их поведения. Каждый момент о природе, каждое взаимодействие с животными — это новая возможность для изучения, понимания и, возможно, даже культурного обмена. Нужно быть готовыми к тому, что не все так просто и предсказуемо в мире дикой природы.